Всем привет! Вы на канале Ботан IT и с вами Саня. 23 декабря 2021 года разработчик Lightning Mods обновил утилиту RaceSys Hybrid Flasher, добавив поддержку прошивки 9.0. Ее предназначение — создание гибрида, обычной прошивки от ритейл консолей и тест-кит прошивки от консоли для разработчиков. В итоге вы получаете консоль с еще более расширенным функционалом. Открываются новые пункты в различных уголках меню и в том числе в дебаг-настройках. Сразу хочу сказать, что я против пиратства. Этот ролик создан исключительно в развлекательных целях. Мне просто интересно протестировать работу этого мода и позапускать на него бесплатно Homebrew приложений. А вас, мои зрители, я призываю использовать только лицензионный продукт. Версия прошивки на моей PS4, конечно же, 9.0. Перед началом советую сделать резервную копию данных, потому что при неудачной установке вы можете потерять все данные. После этого надо установить обновленную программу RaceSys Hybrid Flasher. Делается это стандартным способом через дебаг настройки. В данном случае она уже установлена. Запускаем. Перед нами 3 пункта. 2 пункта установки под разные прошивки и выход. Обзор этой утилиты под 7.55 уже был на моем канале. Ссылка будет в описании по подсказке сверху. Сейчас настало время 9.0. Нас предупреждает, что если что-то пойдет не так, то нашей консоли конец. Для меня такие таблички уже стали привычным делом, поэтому, как обычно, соглашаюсь на установку. Но имейте в виду, это не шутка. Если у вас выключит свет во время установки, то консоль, скорее всего, сломается без возможности восстановления. Другими словами, станет кирпичом. Также бывает, что в конце у вас вечно будет висеть черный экран. Тогда надо будет переустанавливать прошивку. И именно поэтому я советовал сделать бэкап данных. Если вы вдруг не знаете, как это сделать, то в описании оставлю ссылку на ролик. Пользуясь случаем, хочу сказать, что начал копить на PS5. На данный момент собрано 19 тысяч рублей. Если хотите побыстрее увидеть регулярный контент про эту консоль, то в описании есть ссылки на донаты. Буду рад абсолютно любой сумме. У меня после установки консоль не включалась самостоятельно, и я включил ее с кнопки на геймпаде. Повезло, установка прошла успешно. В главном меню у нас много изменений. Например, пункт дебаг настроек доступен прямо из меню, без активации хэна. Чуть позже мы посмотрим на него подробнее. Тест-кит прошивки 9.0 в сети нет, и мне интересно, какая же версия ПО будет отображаться в информации о системе. Интересно, 9.0.0.8.0.31. Теперь отображается номер соответствующей версии 9.0, но уже от тест-кит версии ПО. Там нумерация шире. Также вы можете заметить новые пункты под звездочками. В этой прошивке вы их еще увидите. Это и есть дополнительные опции. Но не спешите радоваться. Практически все они не работают как надо. Но от некоторых польза все-таки есть. Происходила перезагрузка, но дебаг настройки доступна, как и в настройках, так и в главном меню. Рассмотрим доступные параметры. Слева вы видите параметры гибридной прошивки без хэна, а справа то же самое, но на обычной прошивке с хэном. На гибриде опций значительно меньше. Позже сравним еще раз, но уже с активированным хэном на гибридной прошивке. Главное, нам доступен установщик пакетов. Предварительно я скинул на флешку официальный патч для дисковой версии игры Uncharted и бесплатную Homebrew программу. С нее и начнем. К сожалению, видим ошибку. Это из-за того, что данный ПКГ не имеет подписи. Попробуем поставить лицензионный патч для лицензионной игры. И все работает. Предварительно я уже вставил лицензионный диск в консоль, поэтому просто ждем окончания процесса. Готово. Смотрим версию игры. Вот, 1.02. Все получилось. Осталось проверить запуск игры. Этот способ позволяет ставить только официальные патчи и демо-версии игр, которые подписаны специальным ключом от производителя. Если у вас большая коллекция игр на дисках, то данный способ будет вам полезен. Видим, что игра работает. Полностью свой потенциал эта консоль раскрывает после активации хэна. На ней все происходит точно так же, как и на ритейл-версии. Я сделал это за кадром. Все пункты появились. Теперь посмотрим, что покажет в информации о системе. И тут консоль зависла. Такое происходит с теми пунктами, которые связаны с Gold хэном. Если нажать на дебаг настройки или на дополнительный пункт Gold хэна в самом верху, то будет то же самое. Уже это тестировал. После 20 секунд ожидания вылетает ошибка программного обеспечения. Вообще, эта ошибка достаточно плохой знак. Она означает жесткий глюк системы. Нажимаю кружок и после этого попадаю в меню. Надо посмотреть, остался ли хэн. Так, но дополнительный пункт пропал. Дебаг настройки на месте, но на этой прошивке они всегда доступны, так что тут не поймешь. Опа, замка нет. Надеюсь, запустится. Пробуем. И да, сработало. Значит, консоль просто выкинула из памяти пункты, отвечающие за дополнительный пункт вверху и за надпись Gold хэна в информации о системе. Я забыл подснять, но там ничего не изменилось. То есть нет надписи в
внизу GoldHand 2.0 и нет слова Hand перед 9.0. На данный момент адаптированы практически все Homebrew программы для работы на 9.0. Разработчики достаточно оперативно все сделали. Сейчас запускаю именно адаптированные версии, и они прекрасно работают. Еще заметил баг с неработоспособностью дистанционного воспроизведения. PS Vita коннектится к PS4. Даже на секунду появляется черный экран, но потом вылетает с ошибкой подключения. В общем, вот такой глюк. Думаю, с приложениями все ясно, и можно перейти к фишечкам. Пробежимся по опциям со звездочками. Первая и самая заметная функция – это опция «Чек» во всплывающем меню. Она должна показывать информацию о приложении. К сожалению, на гибридной прошивке при ее нажатии появляется надпись «Подождите». После небольшого ожидания консоль просто выключается. Причем это не ребут, а простое выключение, как будто вы сами это сделали обычным методом из меню. Следом идет PS Store. Он тут тоже необычный, под звездочкой. Однако нам бесполезен, так как прошивка старая и зайти туда нельзя. Владельцы PS3 сразу узнают следующие два пункта. Через идентичный пункт запускаются игры на PS3 с кастомной прошивкой. Однако тут они просто выдают ошибку. По идее, они должны запускать приложение для отладки, но в данном случае это не работает. Теперь переходим к самому интересному – дебаг настройкам. В данный момент Hand активирован, поэтому параметров тут доступно намного больше. Как я понял, этот набор соответствует DevKit прошивке. Чисто для примера, у вас не будет пункта BD Copy. Можете проверить на своих консолях. И таких настроек тут очень много. Они становятся доступны только после активации Hand, а это значит, что есть шанс на их работоспособность. Жаль, что пункт Fake Owner открывается с ошибкой. В теории он бы позволил использовать чужие сохранения. Интересный момент, что в параметрах системы отсутствует пункт IDoMod, то есть часть пунктов тут может наоборот не хватать. Есть опции, отвечающие за пользователей, но это также доступно и в обычных параметрах через меню настройки входа. Активация тест-кита тут рассчитана почти на 100 лет. В параметрах запуска можно выставить старт прошивки в режиме DevKit, но те, кто тестил, говорят, что не срабатывает. Если работало бы, то по сути получили бы некий конвертер консоли из Retail в DevKit и могли бы даже делать откат прошивки. Жаль, что это только мечты. В настройках контроллера можно переназначить действие кнопки круг. В японских консолях круг означает выбор, а крестик — отмена. В европейских и американских консолях все наоборот. На самом деле этот параметр вроде как можно поменять в обычных настройках. И я опять-таки не знаю, сработает ли он, потому что для активации нужно перезапустить PS4. Далее просто пробегусь по остальным параметрам уже без комментариев. Кому это не интересно, могут промотать на это время. Там продолжение. Лично мне было интересно посмотреть на все доступные настройки, но хочу предупредить, не стоит тут нажимать на то, чего не знаете. Это вполне может повредить или даже брикнуть PS4, поэтому демонстрировал это только для ознакомления. Еще изменения нас ждут в обновлении системного программного обеспечения. Теперь тут появились пункты выбора меню. Тот, что под звездочкой, позволяет обновиться с помощью компьютера, используя его как хост с прошивкой. Самое забавное, что все они выдают ошибку при попытке обновиться. В целом это даже плюс. Не надо активировать Preloader Disable Updates для отключения обновлений. Следующие значимые изменения касаются сохранений. Находим любое сохранение в памяти системы и нажимаем кнопку Options. Видим дополнительный пункт с информацией. В целом он не отображает каких-то значимых параметров. Если пойти дальше и выбрать сохранение, то можно увидеть еще один параметр, который почему-то недоступен. Но самое интересное кроется в информации. Теперь тут отображается гораздо больше информации, чем обычно. Вы можете узнать ID пользователя и аккаунта. Хотя ID аккаунта легко можно узнать, просто скопировав сохранение на флешку. Папка с ним будет названа как раз вашим PSN ID. Но вот ID вашего пользователя узнать можно только тут. В общем, на этой прошивке работают все параметры, отвечающие за информацию. Проверял лично. Но вот что-то более ценное, как правило, выдает ошибку. На этом фишечки закончились. Перейдем к удалению. Первая мысль, которая может вас посетить, это зайти в программу и надеяться, что там будет пункт «Удалить». Для 5.05 и 6.72 там такой пункт действительно будет, но не на 7.55 и 9.0. Вторая мысль – это восстановить дамп, но к удивлению вы обнаружите, что пункта резервного копирования просто нет. Третья мысль – это переустановить прошивку, но пункты обновления не работают. И тут, как всегда, на помощь приходит безопасный режим. Для него вам будет необходимо подключить геймпад по проводу. Если вы не знаете, что это за режим, то в описании
оставлю ссылку на видео, где все подробно рассказано. Но чтобы не потерять данные, лучше всего не переустанавливать прошивку, а обновить с 9.0 на 9.0. Разумеется, это делается в офлайн режиме с помощью флешки. Процесс стандартный и очень простой. По времени занимает 5 минут. После обновления видим обычное меню. Мод успешно удален. Консоль возвратилась в исходное состояние. Если бы не глюки активации, с удовольствием оставил бы этот мод у себя. Прикольная штука. Как минимум радует глаз. Версия прошивки 9.0. Все вернулось в состояние, как будто мы ничего не ставили. Спасибо Кабилу за донат на Юмани. Собственно, уже сказал, что стал копить на PS5. И вы мне в этом очень помогаете. Огромное спасибо Вячеславу Тимофееву в понедельник и Ретро-бою за донаты. С наступившим Новым годом. По поводу Патреона. На данный момент действующих патронов всего 3. Спасибо вам за поддержку. Платежи остальных Patreon почему-то отклонил и вычеркнул их из подписчиков. Уже не первый раз такое. Подумываю перейти на Бусти, чтобы не было впредь таких проблем. Вот мой Инстаграм. Я его использую для связи и отвечаю там на сообщения. Ссылки на донаты и Patreon будут в описании. И как всегда, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До свидания.